Привет! В сегодняшнем видео я хочу рассказать о том, как я получала российскую визу для гражданина Австралии, своего молодого человека. Сначала я пыталась записать это видео с красивейшим пейзажем на берегу океана, но там было настолько ветрено, что не было слышно вообще ничего. На самом деле очень ветрено и очень громко, поэтому сложно даже определить, нормальный ли звук, когда я его прослушиваю вот прямо сейчас. Поэтому я нашла укромный уголок вот здесь в парке и начинаю это видео заново. Самое главное, с чего стоит начать, это определиться с тем типом визы, который вы будете оформлять. В нашем случае мы просто хотели съездить посмотреть Россию с моим парнем, и поэтому мы рассматривали две основные визы. Это частная виза, где требуется приглашение, либо это туристическая виза. Вполне логично для меня было рассматривать частную визу. Это ту, где требуется приглашение, все понятно, есть родственники, есть где проживать, почему бы и не оформить приглашение. Кажется, что это намного легче. В принципе, это то, как я планировала оформлять визу, но на самом деле я начала исследовать этот вопрос. Кстати, чрезвычайно полезной оказалась для меня одна статья в Тинькофф журнале, и если я ее найду, я обязательно оставлю ссылку под этим видео. И девочка рассказывала о том, что она оформляла визу для своих друзей из Испании, и когда она делала приглашение через сайт госуслуги, у нее было множество вопросов бюрократических, и так как время у них было ограничено, а ее заявление, вот это вот ходатайство, которое необходимо было оформить, продолжали отклонять, она просто пошла другим путем и решила оформить именно туристическую визу. Поизучав информацию и посоветовавшись с работниками визового центра в Сиднее, мы тоже решили оформлять турвизу, так как они сказали, что она намного проще. Итак, самое главное, что нужно для туристической визы, это туристический ваучер или приглашение. Меня эта фраза пугала, когда я начинала оформление визы, потому что мне казалось, что это нужно покупать какой-то тур, которым мы потом не воспользуемся, или нужны, в общем, какие-то сложности с туристическими агентствами. В итоге оказывается, что у нас есть множество фирм, которые занимаются оформлением таких туристических ваучеров, где ты просто платишь за ваучер, и тебе не нужно покупать у них тур. Единственное, что нужно, это написать отель, в котором ты планируешь останавливаться. Я также уточнила этот момент в визовом центре, через который мы думали оформлять визу. Даже в сервисном центре мне сказали о том, что можно написать вообще любой отель от балды, какая разница. Можно его даже не бронировать, бронирование не обязательно, даже страховка медицинская там была не обязательно. Но вы знаете, я так подумала, и мне захотелось быть максимально честной в этом плане, выбрать отель, в котором мы планируем действительно останавливаться. Мы собирались в Москву и в Питер, и в любом случае мы хотели останавливаться там в отелях, поэтому мы решили, чтобы все было прозрачно и честно, на случай, если кто-то что-то будет проверять. Какой отель мы забронировали, такой отель у нас будет и в туристическом ваучере написан. Поэтому сначала я выбрала отель, сделала бронирование с бесплатной отменой бронирования, и потом уже я принялась за оформление туристического ваучера. Компания, которая выдает туристический ваучер, должна состоять в российском реестре туроператоров. Я на него тоже оставлю ссылку. И когда вы гуглите список таких компаний в интернете, сразу можно по ИНН и по названию компании проверить, состоит ли она вот в этом реестре. Это требование обязательное. Это то, что будет проверяться и приниматься во внимание при одобрении вашей визы. На сайте визового центра была приведена рекомендация такой компании, и, собственно, я решила воспользоваться именно их услугами, потому что ценник примерно у всех был одинаковый. Раз ребята рекомендуют, значит, наверняка они уже через них оформляли, и, значит, в общем-то, все нормально. Также я оформляла туристическую страховку на моего молодого человека. Она не является обязательной, но, опять же, я подумала, что, скорее всего, я все равно буду ее оформлять, и было бы неплохо ее иметь, поэтому почему не сделать это сразу и не приложить ее к своему заявлению. Далее, само заявление нужно также заполнить, куда вносятся ваши цели поездки, все данные на партнера. Там же вводятся данные ваучера, то есть ваучер вам нужно будет оформить заранее, до того, как вы будете оформлять заявление на саму визу, и там же указывается, через какое учреждение вы будете подавать на визу. В моем случае это был визовый центр в Сиднее. У них на сайте, кстати, есть инструкция по заполнению заявления на визу, которое нужно оформить самостоятельно. При создании заявления на сайте нужно выбрать страну и указать язык. Заполнять анкету нужно на английском языке.
Далее вы регистрируетесь, и вам присваивают номер заявления. После этого переходим к заполнению. Указываем национальность, цель визита, туризм. Определяемся с датами поездки и количеством въездов в страну. Мы просто указали один въезд. Будьте внимательны с датами, так как лучше оставить небольшой зазор по времени для покупки билетов в будущем. Далее нужно заполнить личные данные, как в загранпаспорте. Если есть среднее имя, то тоже его здесь указываем. Паспорт Ordinary и далее номер и даты действия паспорта, и переходим на следующую страницу. Кстати, заявление можно сохранить и вернуться к заполнению позже. Здесь вводим те данные, которые указаны в туристическом ваучере. Все проверяем. Указываем места, которые планируем посетить, и страховку, если есть. Также пишем, что мы платим за поездку сами, и пишем название отеля, указанные в ваучере. Далее отвечаем честно на вопросы безопасности, читаем все внимательно и указываем, что заявление было заполнено вами лично. На следующей странице заполняем информацию о вашем образовании и местах работы. Нужно будет ввести все данные, включая даты и адреса. Потом отвечаем на формальные вопросы, все читаем и указываем данные о поездках за границу за последние 10 лет. Здесь нужно ввести информацию о родителях, вашем адресе и месте работы или учебы в настоящий момент. И вот здесь выбираем, через какое учреждение подаемся на визу. Я указала визовый центр. После этого у вас будет возможность все проверить и поменять данные в случае необходимости, и также сохранить и отправить ваше заявление. Все. После того, как оформлено заявление, оно распечатывается. Также нужно приложить фотографию. И также мы отправляли сам паспорт моего партнера. Это, может быть, выглядит немножко страшно. И да, действительно было как-то странно отправлять свой единственный паспорт. Но все легально, все абсолютно честно и законно. Я оформляла заказным письмом с уведомлением, чтобы можно было отслеживать. Там же запрашивала доставку. Можно попросить, чтобы они доставили паспорт обратно с курьером. Либо можно, допустим, также заказным письмом, которое оплаченное отправление, им туда вложить, они вам все отправят. Самая главная причина, почему мы решили воспользоваться услугами именно визового центра, потому что мы не живем в Сиднее. И если бы мы жили в Сиднее, я бы, скорее всего, добивалась именно записи на прием, и уже бы мы сами лично с документами пришли бы в генеральное консульство, оплатили бы просто визовый сбор. Я вот здесь напишу, сколько сейчас стоит визовый сбор. И на этом бы все наши проблемы и затраты закончились. Возможно, так было бы даже быстрее. Но дело в том, что мы живем в Голд-Косте, и в генеральное консульство нужно лично прийти на прием. Принимая во внимание стоимость билета Голд-Кост Сидней и обратно, и вот эти все сопутствующие затраты, нам действительно было выгоднее просто доплатить еще $150 визовому центру за то, что они сами все сделают и отправят нам паспорт. Мы абсолютно не пожалели о том, что мы воспользовались услугами визового центра, и, возможно, также в будущем мы будем к ним обращаться, потому что это действительно удобно. Но, да, есть и такая опция, когда ты просто идешь на прием в консульство, нужно об этом не забывать. Единственное, очень важно проверять, чтобы все данные в документах, все было заполнено правильно. Нужно внимательно читать требования по оформлению российской туристической визы и просто обязательно им следовать. Оформление визы заняло примерно 12 рабочих дней. В нашем случае это еще затянулось в связи с тем, что мы подавались на майских праздников, а российское консульство в майские праздники, у них было много выходных дней. Но, тем не менее, где-то, наверное, недели через 2,5, может быть, 3, мы получили все документы по почте, мы получили паспорт, в котором была долгожданная виза. После этого у нас оставалась только одна забота, вот этот вот concern, чтобы моего молодого человека пустили в Россию без всяких проблем. Мы думали, что, может быть, будут задавать какие-то вопросы на границе, и действительно переживали на этот счет, потому что перелет длинный и сложный, и, конечно, не хотелось бы сильно задерживаться на паспортном контроле, на границе, отвечать еще на какие-то вопросы. Мы прилетели в Шереметьево, в Москву в начале августа 2024 года. И правда заключается в том, что ему практически не задавали никаких вопросов. Просто спросили, какие у вас цели поездки, куда вы планируете. Вот он сказал Москва, Санкт-Петербург. Ему улыбнулись, поприветствовали, сказали «Welcome to Russia». И, в общем-то, через 5 минут я его уже встречала с другой стороны паспортного контроля, который я прошла быстрее. Но, к слову, мне никто не улыбнулся, со мной вообще никто не разговаривал, а его приняли довольно радушно.
Поездка в Россию прошла очень хорошо, ему понравилось. Это был первый раз, когда он приезжал. Мы посмотрели Москву, потом поехали в Питер, также мы были в Выборге. И все прошло очень-очень круто. И если вы хотите побольше узнать о том, как проходила наша поездка, то скоро выйдет видео на этом канале. Пожалуйста, следите за обновлениями. На этом у меня все. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Я буду рада также комментариям. Если у вас остались какие-то вопросы, я с радостью на них отвечу. Также я хочу поделиться новостью о том, что у меня теперь есть Boosty, где можно поддержать мой канал, то, что я делаю. Если вам нравится, пожалуйста, переходите по ссылке в описании. Там можно поддержать канал единовременным донатом, либо оформить подписку. Всем спасибо за просмотр, всем пока!